Всем привет! Сегодня обсудим одну очень важную тему. В последнее время участились споры вокруг урбанистики, транспорта, что делать. И в этих спорах рано или поздно всегда можно услышать аргумент. При этом аргументы эти можно услышать даже от, казалось бы, вполне адекватных людей. Аргументы касаются притеснения жизни автомобилистов. И сегодня мы их с вами рассмотрим. Ну, наверное, самый такой распространенный, когда люди тебе говорят: сначала сделайте нормальный общественный транспорт, а потом уже притесняйте автомобилистов. Еще популярно про налоги, да. Мы платим больше налогов, поэтому мы должны быть в привилегированном положении. Ну и следующий, да, вообще мой любимый, давайте третий, мой любимый. В России такой климат, что без машины просто невозможно выжить. Ну и так далее. Давайте разберемся. Во всех этих рассуждениях всегда упускается один важный момент. Вы никогда не задумывались о том, что у многих людей в России по определенным причинам просто нет возможности купить себе машину. У кого-то банально просто нету денег. Да, это выглядит невероятно, как это нет денег. Нету денег. Нету денег, потому что машина стоит дорого, и даже в кредит позволить купить себе личный автомобиль может далеко не каждый. Кто-то не может водить машину в силу своего возраста, например, дети или пенсионеры. Кто-то не может водить машину по состоянию здоровья. Владельцами автомобиля чаще всего являются более сильные, более здоровые, обеспеченные граждане. Нам кажется, что машина есть у всех, ну как минимум одна на семью. Особенно если машина есть у вас, если вы средний класс, вот вы живете, вы смотрите на своих соседей, на своих друзей, у всех есть машина, и вам кажется, что машина есть у всех. Ну а как еще? Ведь без машины не выжить в России, без машины не выжить в крупном городе, без машины. Но это большое заблуждение. Даже в городах с наибольшим в России уровнем автомобилизации большинство жителей либо не имеет личного автомобиля вообще, либо если имеет, то не пользуется им регулярно. Многие, особенно в регионах, да, они формально владеют машиной, но эта машина не на ходу. Или эту машину не используют регулярно, ее там только чтобы на дачу съездить, потому что это старая, она не способна каждый день ездить. У более обеспеченных людей, например, есть по несколько машин в семье. И если мы всю эту статистику складываем, из этого статистика и складывается, то у нас получается вот средняя температура по больнице. Когда ты смотришь на статистику, то кажется, что машина есть действительно почти в каждой семье. Но по факту в среднем в России только 20-30% жителей используют личный автомобиль для регулярных поездок. И Россия здесь не уникальна. Десятилетиями личный автомобиль был обязательным атрибутом даже не успешного человека, а просто нормальной жизни во многих городах. Тут, конечно, сразу можно вспомнить США, потому что там во многих районах без машины просто физически невозможно выжить. Там вся жизнь, там супермаркеты, все развлечения, вообще все рассчитано только на автомобиль. Если у тебя вдруг по какой-то причине нет автомобиля, еще желательно у каждого члена семьи, то ты просто не выживаешь. Европейские города в прошлом веке тоже строились для автомобиля, чтобы быть удобным для автомобиля, да и у нас происходили те же самые процессы. Достаточно посмотреть, например, на сталинский генплан Москвы, по которому сносили исторические кварталы, строили широченные магистрали, прорубали, расширяли, рисовали как по залитым солнцем проспектам Новой Москвы едут красивые блестящие автомобили, потому что в светлом будущем, когда наконец настанет коммунизм, у каждого трудящегося будет по личному автомобилю, поэтому надо закладывать уже сразу широкие проспекты. Но в какой-то момент города начали ограничивать автомобилизацию. Опять же, эти процессы происходят во всем мире. Это происходит не только у нас. И причина на то очень простая. Невозможно сделать город, то есть люди поняли, что сделать город удобный для автомобиля невозможно. Нигде в мире нет такого прецедента. Вы не назовете ни одного города, чтобы, вот посмотрите, город, где все ездят на машинах и всем очень удобно. Попыток было очень много, но удачных кейсов просто не существует. Именно поэтому в Европе и в США начали бороться с машинами. Начали стимулировать людей отказываться от регулярного использования личных автомобилей. Начали сужать дороги, начали поднимать налоги, начали вводить платный въезд в центр, повсеместную платную парковку, начали ограничивать число этих паркингов. В общем, делать все, чтобы пользоваться машиной было дорого и неудобно, чтобы человек отказывался от машины или лишний раз подумал, а нужна ли ему машина. Тут важно понимать еще один момент, что отсутствие в мире, как я сказал, хоть одного города удобного для автомобиля объяснимо еще и законами физики.
Потому что если мы хотим сделать город, чтобы каждый житель в этом городе ездил регулярно на личном автомобиле, то от города ничего не останется. Нам придется все снести. А на месте бывших кварталов построить развязки, паркинги. Кстати, именно такие процессы и происходили во многих американских городах. Не в полном объеме, но вот можно, наверное, посмотреть на центр Атланты. Вот карта, нарисованная в 1919 году. Вот как было, да? А потом у каждого американца начала появляться по личному автомобилю. И вот мы сейчас видим ту же часть города в наши дни. Вот синим подсвечено то, что осталось нетронутым. Вы действительно хотите такую судьбу нашим городам? Ну а вот знаменитые фотографии Хьюстона, местами он выглядит, как будто недавно он подвергся бомбардировке. Но даже в насквозь автомобильном Хьюстоне сегодня начинают думать о городской среде. Стремление сделать город для автомобилей – это дорога к его смерти. В какой-то момент город просто перестанет быть городом. Итак, процессы эти начали происходить не потому, что не любят автомобилистов, а просто из-за соображений гуманности. Попытка построить город для автомобиля – это попытка построить город, где комфортно себя будут чувствовать только молодые, сильные и богатые. Опять же, хороший пример – это Дубай. Да? Пока у тебя есть куча бабла, пока ты можешь на своем Феррари рассекать или на своем Роллс-Ройсе рассекать по этим широченным проспектам, заезжать на паркинги торговых центров, все хорошо. Но если ты вдруг окажешься в положении, что у тебя денег нету, ты будешь жить в каких-нибудь трущобах, ты не сможешь просто из точки А в точку Б приехать. Улучшая автомобильную инфраструктуру, мы ухудшаем качество жизни тех, кто не может позволить себе машину. Опять же, вспомните, кто не может позволить себе машину. Строя развязки в центре, внеуличные переходы, мы делаем просто физически невозможным перемещение по городу пожилых людей. Вы же понимаете, что больному и старому человеку физически сложно спуститься и подняться в переход. Просто по лестнице. Человеку сложно подняться по лестнице. Только не надо рассказывать про эскалаторы, про лифты, которые кто-то где-то их делал, видел, потому что они никогда не работают. Да, если в вашем городе их строили, просто проверьте. Вот я не видел рабочих решений. Кроме того, попытка удовлетворить спрос автомобилистов приводит к еще большим пробкам и ухудшению экологической ситуации. Обеспеченные люди могут позволить себе жить в частном доме за городом. Остальные вынуждены дышать этими выхлопами. Парковки, эстакады, внеуличные переходы и так далее, они портят качество городской среды. По городу становится просто неприятно гулять, вам не хочется гулять. Люди остаются дома. И опять же, обеспеченные люди могут позволить себе путешествовать, смотреть мир, уезжать куда-то на выходные. Они имеют квартиру в жилом комплексе с хорошим благоустройством, с хорошими видами, или у них есть загородный коттедж с большим участком. Они могут ходить в развлекательные центры. А люди с низким достатком вынуждены просто целыми днями смотреть на заставленный грязными машинами двор. Они нужно сидеть в своем бетонном мешке, и у них нет вообще никакого будущего, никаких перспектив. Их дети проводят большую часть свободного времени вот этой маленькой резервации среди машин. Еще раз, это не особый путь России, да, это не только у нас. Эти процессы протекают или протекали в совершенно разных странах по всему миру. В Москве реформы по ограничению автомобилизации начались с опозданием на 10 лет. Другие города России к этому рано или поздно придут. Я думаю, лет через 15-10 это будет, в принципе, по всей России, если все будет хорошо. Но за эти 10-15 лет они опустятся на самое дно. Посмотрите, что происходит. Города до сих пор, в России регионы, до сих пор продолжают уничтожать общественный транспорт и расширять дороги. Они строят эстакады под окнами жилых домов, они превращают дворы в парковки. Пока в большинстве городов России идет явный процесс деградации городской среды. Вот в Перми недавно была новость, что троллейбусную систему просто окончательно уничтожают. Да. То есть в тот момент, когда весь мир развивает электротранспорт, как экологичный, современный, в Перми просто берут и выпиливают троллейбусы, заменяют их на дизельные вонючие автобусы. Снимают, вы сами знаете, по всей России снимают трамвайные пути, расширяют дороги. Это происходит, опять же, по всей стране. Современная урбанистика не говорит о том, чтобы насильно пересадить всех на велосипеды или на общественный транспорт. Опять же, как любят утрировать. Современная урбанистика говорит о том, чтобы города были справедливыми и удобными для всех. Чтобы слабый, бедный или пожилой не чувствовали себя людьми второго сорта. Сегодня просто происходит именно этого. Если у вас нет денег, вы человек второго сорта. Современная урбанистика призывает к тому, чтобы восстановить баланс. В удобном городе у вас всегда будет выбор.
Поехать на личном автомобиле или на комфортном автобусе. Возможно, вы захотите комбинировать свои поездки. Нет ничего плохого в том, что вы ездите на своем личном автомобиле. Плохо, когда единственная возможность выжить в городе – это личный автомобиль. И тут читатель с другой стороны экрана, понимающий, кивает и говорит: ну так сделай нам общественный транспорт хороший, и тогда мы этот общественный транспорт пересядем, а то ты нас с машин выдавливаешь. А куда? Ты пробовал зайти в метро, пробовал полчаса автобус ждать на остановке. Да, друзья, пробовал, и да, это не всегда было приятно. И тут есть еще один важный момент. Чтобы в какой-то области происходили изменения, на эти изменения должен быть политический запрос. Если у вас убитый общественный транспорт, то понятно, что им пользуются только от безысходности. Это пенсионеры, это малообеспеченные люди, это подростки, которые пока еще только мечтают пересесть в личный автомобиль. В такой системе никогда не будет нормального общественного транспорта, так как этим транспортом, этой услугой не пользуются люди, принимающие решения, не пользуются люди, которые платят налоги. Пока перед зданиями мэрии и городских администраций будут огромные паркинги, в городах никогда не будет нормальных систем общественного транспорта. И не будет никакой альтернативы личному автомобилю. И опять мне говорит зритель: так сделайте нам уже нормальный общественный транспорт, быстрее сделайте. Где он? А я хочу вас спросить, а кто вам его делать будет? С какой стати вам кто-то будет делать? Если никто не просит мэра сделать общественный транспорт, никто не просит губернатора, потому что мэр понимает, и губернатор, это не принесет ему никаких политических очков. Его просят сделать развязки, его просят сделать пошире дороги, там, тоннель новый прокопать. А нормальный общественный транспорт никто не просит. И зачем ему это делать? И это тупик. Потому что чем несправедливее система, тем больше разрыв. И тем сложнее будет начать реформы и что-то поменять. Нормальное развитие общественного транспорта начинается тогда, когда офисный планктон, когда чиновники, когда представители среднего класса начинают этим общественным транспортом пользоваться. Тогда у общественного транспорта появляется понятный потребитель, с которым нужно считаться. Политикам, мэрам нужно считаться, и они начинают улучшать уже услугу. По-другому очень сложно, даже если в мэрию придет какой-то нормальный человек и захочет что-то поменять, ему просто будет очень сложно провести реформу, потому что эти реформы непопулярны будут. Нам еще предстоит пройти очень долгий путь, прежде чем наши города станут комфортными, удобными, безопасными и справедливыми. На это могут потребоваться десятки лет. Нужно будет многое снести, нужно будет инвестировать огромные деньги в инфраструктуру. Но другого пути сегодня у России нет. В каком-то смысле нам повезло. Не нужно быть первопроходцами, потому что все уже придумано за нас. Другие страны уже прошли этот путь, другие страны совершили ошибки, и нам достаточно лишь перенять их опыт, их положительный опыт. Нам не нужно искать особый путь. Но есть и другой вариант. Мы с вами можем решить, что Россия только для молодых, богатых и сильных. Что для вас нужнее и правильнее, думайте сами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и распространяйте этот ролик.